Добро пожаловать в Церковь Слова Божье. Господь милостив к нам, Он заботится о нас каждый день, не откладывая это на потом, не находя причин, чтобы этого не делать, не забывая, или просто из-за настроения почему-то не делая это. Он делает это регулярно, постоянно. Когда мы думаем о каких-то делах или событиях в своей жизни, в зависимости от того, насколько нам это интересно или у нас есть хорошее настроение, мы и настраиваемся на то, чтобы делать это. Но Господь независимо от настроения, от перемены погоды, от каких-то внешних факторов, ничто не может повлиять на Его решение и на Его намерение дать нам благо. Он многомилостивый, Он долготерпеливый, Он благ во всех деяниях Своих. И всем любящим Его, то, что делает Он, содействует ко благу. Так мы находим в Слове Своем, Его. И Он, когда говорит в Слове Своем, что любит нас, Он не притворяется, Он не ищет выгоды, Он не обманывает. Он честен, Он справедлив. Поэтому мы можем вполне доверять Ему в том, что Он говорит нам, что Слово Его истина, что оно исполнится. А когда мы смотрим на то, что Он делает в Писании, как минимум, мы можем понимать, насколько Он верен Слову Своему. Мы можем знать, что, доверяя Его Слову, мы можем иметь уверенность, спокойствие. Наша жизнь будет полна благословения и удовлетворенности. Приступая к поклонению, давайте задумаемся над тем, как мы приходим к Богу. Ведь Он не принимает ничего нечистого, преданного греху или мерзости. Он не допускает в своем присутствии никакого зла и нечестия. И поэтому поклонение, которое будет не соответствовать Его стандартам, не будет приемлемо. Есть простой принцип, который приводит нас в соответствие к Божьим стандартам. Это исповедание наших грехов. Это несложно. Может быть неприятно или тяжело с точки зрения наших амбиций, с точки зрения нашей гордости, с точки зрения характера нашего или еще каких-то других причин. Но с точки зрения Бога это достаточно просто, потому что всю работу о нашем прощении уже Он совершил. И поэтому, когда мы говорим о своем грехе, нам не нужно умолять, нам не нужно выпрашивать, нам не нужно делать это несколько десятков или сотен раз. И никаких дел к этому добавлять не нужно. Достаточно просто признать свой грех. И так как Он совершил уже все, то, будучи верен и праведен, Он простит нам наши согрешения, очищает от всякой неправедности. Поэтому, приступая к поклонению, у нас будет минута молчаливой молитвы, чтобы мы могли исповедовать свой грех перед Богом. Каким бы страшным или тяжелым он ни был, скажите это Ему. И тогда, восстановив свои отношения с Ним, вы сможете поклоняться Ему в духе и истине. Давайте помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя за доступ, который мы получили к Тебе через жертву Сына Твоего Иисуса Христа, за благодать и дар вечной жизни, которую мы имеем в Нем, за все те возможности, которые открылись нам благодаря тому, что мы во Христе, за дар Духа Святого и те дары, которыми Он наделил Церковь свою. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты видишь нас в Своем плане. Там есть место для каждого верующего в Тебя. Господь, я благодарю Тебя за сегодняшнее утро и за то, что в нем есть место и время поклонения Тебе. Пусть каждое сердце, каждый разум, присутствующий на этом месте, будет открыто для Тебя. Ни грехи и ни собственные амбиции не станут препятствием. Пусть благодать Твоя изливается в наши сердца обильно, пусть Дух Святой учит каждого слушающего, сидящего на этом месте.
и чтобы мы были продуктивны, плодотворны в деле Твоем на этой земле. Господь, молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Сегодня у нас в гостях преподаватель из нашего колледжа. Он действующий пастор Америки, небольшой церквушки. И у него есть хорошее слово, чтобы поделиться с нами. Поэтому представляю вам Тод Этвуд. Пожалуйста, он скажет о себе пару слов. I'm Tod Etwood. I'm a pastor of a church that's a little smaller than this. Я Тод Этвуд и пастор церкви, маленькой церкви, которая даже меньше, чем это. I've been a pastor for 12 years. Я уже пастырь 12 лет. And I thank you for the privilege of teaching God's Word this morning. Я действительно благодарен за привилегию преподавать Слово Божье сегодня утром. Now the passage I want to cover this morning is probably familiar to everyone, the Ten Commandments. И отрывок, который бы я хотел сегодня, о котором я хотел бы поделиться с вами, наверняка известен всем, это 10 заповедей. Hopefully I can present them to you in a different light this morning. Ну, я надеюсь, что смогу представить его вам немножечко в ином свете. Currently in the United States we're going through an election cycle. An election period. Сейчас в Америке у нас такой, знаете, предвыборный, наверное, выборный цикл. So we get to vote on all our politicians. Поэтому мы будем выбирать наших политиков. And Americans need lots of instruction on picking their politicians. И американцам нужно наставление в том, как избирать политиков. We've done a terrible job in the last 100 years or so. Потому что, наверное, последние лет 100 мы плохо с этим справлялись. Now the ancient Israelites, they didn't get to pick their politicians. Ну, например, у древних израильтян у них не было такой возможности избирать политиков. The Lord picked their king for them. Господь избирал для них царей. And so it doesn't really matter if you vote or not. Romans 13 says all authority is established by God. И неважно, выбираешь ты политиков или нет, Римлянам 13 глава говорит, что всякая власть от Бога. And I believe that the Lord's choice of politicians is a reflection of the people in that country. И я считаю, что то, как Господь выбирает политиков для народа, это отражение самого народа. So as I go through this study with the Ten Commandments, this is a way of thinking about society. По мере того, как мы будем смотреть на 10 заповедей, я думаю, что это способ, как смотреть на общество. The Ten Commandments describe the structure of a society. 10 заповедей, они как бы описывают структуру общества. And it describes the structure of a thriving, prosperous, free society of human beings. И здесь описывается такое, знаете, свободное, процветающее, развивающееся общество. As the first commandment implies, those citizens are mostly saved believers. И как первая заповедь предполагает, граждане этого общества в основном спасенные верующие. Now specifically, the Mosaic Law was given to the nation of Israel. Ну и конкретно, конечно же, Моисеев закон, он был дан народу израильскому. In the Mosaic Law, the Lord describes the perfection of corporate righteousness. И в Моисеевом законе как бы описывается совершенство общей коллективной праведности всего общества, так сказать. It describes man's approach to a perfectly righteous God. Описывается подход людей, человека вообще к to the righteous God, к праведному, Perfectly righteous God. к совершенному и праведному Богу. And so as a nation, the Ten Commandments describe a perfectly righteous society. Поэтому 10 заповедей они описывают совершенное праведное общество. Now before I speak on the Ten Commandments or the Mosaic Law, I want to clarify two things. Ну, прежде чем я буду говорить вам о 10 заповедях, представленных в Моисеевом законе, я хотел бы пару моментов прояснить. First, as Paul addresses in the New Testament, no one is saved by the law. Прежде всего, как Павел говорит в Новом Завете, никто не спасается законом. And the reason is no sinful human being can attain to perfect righteousness. И причина заключается в том, что ни один греховный человек, ни одно греховное человеческое существо не может
обрести Божью праведность сам по себе. Of course, apart from the work of Jesus Christ. Конечно же, он не может этого сделать независимо, вернее, без дела Иисуса Христа. The implication of that statement is what we find in the law is a state of perfect righteousness. Но применение, которое мы видим в 10 заповедях, там утверждается совершенная праведность Божья. So we should try to structure society on those principles. Поэтому, конечно же, нам необходимо структурировать или смотреть на структуру, что ли, общества через эти 10 заповедей. Now the second clarification is И второй момент, который я хотел бы прояснить, the Mosaic law was given only to one nation, the nation of Israel. это то, что Моисеев закон был дан только одному народу, народу израильскому. It was not given to Gentile nations. Язычникам, языческим народам он не был дан. However, as the greatest system of law known to mankind, maybe we should imitate some things. Но, тем не менее, так как этот закон является самым лучшим законом, данным когда-либо людям, то наверняка нам стоило бы подражать тому, что там написано. And we find that statement in Deuteronomy 4, verse 5. Мы находим это утверждение во Второзаконии. So as we see what Moses says in these verses, he is describing what a great law the nation of Israel has. Ну, и как мы читаем в этих стихах, нам здесь представлено, какой замечательный закон был дан народу израильскому. And Gentile nations are going to praise Israel for having such a great law. И языческие народы, они должны были прославлять Израиль за то, что у них такой замечательный закон. And therefore we should approach the Ten Commandments as a great structure upon which society is built. Поэтому мы наверняка должны смотреть на эти 10 заповедей как, наверное, самый лучший закон, по которому можно построить общество. Now the book of Deuteronomy unpacks each of the Ten Commandments. И книга Второзакония, она как бы раскрывает каждую из заповедей. The first commandment has 2 or 3 chapters that describe what the first commandment is about. 2 или около 3 глав там описывает первую заповедь, что это означает, первая заповедь. And each of those commandments have a chapter or 2 that describe what that commandment actually means. И каждая из этих заповедей посвящена глава или 2, объясняющая, что эта заповедь значит. The point I'm making is, as citizens of a Gentile nation, we should recognize these principles of law. И что я хочу сказать, что мы, как члены языческого общества, языческих народов, должны смотреть, должны, так сказать, обратить внимание на этот закон. And these principles of law result in greater freedom and prosperity for a nation that obeys them. И вот эти принципы, представленные в данном законе, они дают народу больше свободы, процветания, поэтому нам нужно смотреть на это. Now, often when somebody suggests obeying the Mosaic law, the first thing is, oh, we can't eat pork or shrimp. Ну, прежде всего, когда люди смотрят на Моисеев закон, первое, на что они обращают внимание, мы не можем есть свинину или креветки. But that's not the issue. Но дело не в этом. In Mark 7, Jesus declared all foods to be clean. Ну, в Марка 7 главе, Марк 7, 7 главе Иисус говорит, что всякая еда чиста, что ли. So biblically, we wouldn't even say that today. Поэтому библейски мы, наверное, бы и не говорили сегодня об этом. In Acts chapter 10, Peter's vision was to eat unclean meat. Вот в 10 главе Деяний Петру было видение о том, что он может есть нечистое мясо, с точки зрения закона. So those restrictions are no longer applicable. Поэтому вот эти запреты пищевые, они уже не применимы нам. But there is a principle in restricting what you eat. Но есть, конечно же, принцип в том, что, вообще в ограничении того, что ты ешь.
And you may ask, what about the sacrifices of the Mosaic Law? Ну и вы также можете задаться вопросом, а как же насчет жертв из Моисеева закона, жертвоприношений? Well, Hebrews tells us the animal sacrifices are worthless because Jesus was the final sacrifice. Книга Евреям говорит нам о том, что жертвы, они уже не имеют никакого смысла, потому что Иисус Христос является жертвой за нас, Он как бы конечная жертва. But again, there are principles in the animal sacrifices. Но все же принцип в жертвах животных есть. Confession of sin, Исповедание греха, a substitutionary sacrifice. заместительная жертва. And those principles carry forward. И эти, конечно же, принципы, они продолжают существовать. There are many things in the law related to the nation of Israel specifically. И есть законы, которые относились конкретно лишь к народу Израиля. They were to travel to the temple 3 times a year. Вот, sorry, I didn't get it. They were to travel to the temple 3 times a year. То есть им нужно было приходить в храм 3 раза в год. Since the temple's torn down, I wouldn't follow that procedure. Ну и так как храма уже нет, он разрушен, то я бы уже не следовал этому совету ходить 3 раза в год в храм. However, in each of those examples, there's principles. Но все же в каждом из этих принципов есть примеры для нас. So, in essence, we ask this question. Ну и вот, по сути, мы задаем такой вопрос. What is it about the Mosaic Law that brings about abundant prosperity to a nation? Что же такого есть в этом Моисеевом законе, которое приносит для народа процветание? And what about the Mosaic Law brings a perfect form of justice to its citizens? И как Моисеев закон может приносить или давать, являть, что ли, совершенную праведность гражданам народа, к которому этот закон относится? If we can answer that question for Israel, Если мы сможем ответить на этот вопрос для Израиля, then perhaps as responsible citizens, we can influence our own nations. то, возможно, мы, как ответственные граждане нашей страны, можем повлиять на наш народ. We can encourage our leaders to bring about prosperity and justice in our own nations. И, может быть, мы сможем ободрять наших лидеров вести страну к процветанию и праведной жизни. And we can stay away from policies that destroy freedom or destroy prosperity. И можем удерживаться от какой-то политики, которая будет ограничивать свободу или процветание народа. The most basic thing every citizen can do is pray. И самое простое, что любой гражданин может делать, это молиться. And some have an opportunity to be more influential in their nation. А может быть, кто-то имеет возможность быть более влиятельным в своем народе, то есть влиять больше, чем просто молиться. So let's organize the 10 Commandments in a chiastic structure. Давайте мы с вами организуем, так сказать, наши 10 заповедей в структуре хиазм, так называемый. A chiasm relates the first and the last together. Вот хиазм, он как бы соотносит первое и последнее. And one of the main points is in the center of the chiasm. А основные моменты, они находятся в середине этой структуры. So in the 10 Commandments, the first commandment is the overall statement. Значит, в 10 заповедях первая заповедь, она как бы покрывает все другие, она как бы общая для всего. And that is the basic idea of loving God, essentially. И это основная идея вообще любящего Бога. The second and the 10th commandment are related. Вторая и 10-я, second and 10th. Actually, wait a second. Let me start in the middle now. Подождите секундочку, давайте я, наверное, со середины начну. The center point of this chiasm is the 6th commandment. Вот центр вот этой структуры, этого хиазма, это 6-я заповедь. And it speaks to the sacredness of life. И она говорит о святости жизни, о том, что жизнь священна. The center point of any law is to protect the lives of its citizens. Потому что центром любого закона защищать жизнь его граждан. Now, moving out from the center point to the 2 areas related to that. И если мы будем двигаться вот от этого основного пункта священства жизни, то рядом находятся два связанных с этим принципом момента. The 5th and the 7th commandment are related to the family. 5-я и 7-я заповедь относятся к семье.
The fifth commandment speaks of children honoring their parents. В 5 говорится, чтобы дети почитали родителей своих. And the seventh commandment speaks of the strength of a marriage. А 7 заповедь говорит о силе брака. Marriage and family are sacred. Брак и семья – это дело священное. And that is the next block of a society. И это как бы структура, как мы говорим, семья, ячейка общества, но действительно это то, из чего состоит общество. Moving out from that, we see the fourth and the eighth commandments are connected. Если мы идем дальше, то мы видим, что 4 и 8 заповедь связаны. The Sabbath, while that's not necessarily a church age principle, Ну, шаббат или суббота это не церковный, конечно, принцип. the principle behind the Sabbath is that we don't have to work every day of our lives. Но принцип, который там заложен, это то, что мы не должны трудиться абсолютно каждый день в своей жизни. We depend on God for our we depend on God for our abundance. Мы зависим от Бога вообще в том, как мы представляем вещи. And connected to the Sabbath is the principle of labor. И здесь в заповеди о шаббате здесь заключен принцип труда, как трудиться. And the eighth commandment speaks of the sanctity of property. А в 8 говорится о том, что частная собственность священна. The things that you own are related to the labor you have performed. Потому что то, что ты имеешь, это связано с тем трудом, который ты осуществляешь. And the labor that you perform is protected by God, the Sabbath principle. И труд, который ты осуществляешь, охраняется Господом. Это заключено в заповеди о шаббате. The third and the ninth commandment are also connected. Также 3 и 9 заповеди также соединены. 3. And the third commandment, Да. yes, the third commandment about speaking the Lord's name in vain. 3 говорит о том, чтобы не использовать имя Господа впустую. That really speaks of the sanctity of language related to God. Здесь речь идет о sanctity of what? Language. Святости. You mean second one? Third one? The third commandment. Да, значит, 3 заповедь не использовать имя Господа впустую. Речь идет о том, чтобы использовать свято, язык свой, так сказать, что ты говоришь. The third commandment does not command us not to cuss. You have a word for cussing, using bad language, saying bad words. Okay. So here you shouldn't use bad words about God or something. That's not what it's saying. Окей. Значит, здесь не идет речь о том, чтобы проклинать Господа или говорить какие-то плохие слова о Боге. В этой заповеди, когда впустую говорится. Using the Lord's name in vain means not saying correct things about God. Использовать имя Господа впустую, это означает говорить что-то неправильное о Боге. And as that commandment is unpacked, you'll see things in there about making vows, about what work you do. То есть, когда эта заповедь, значит, раскрывается, там речь идет о том, чтобы не клясться, например, не говорить какие-то вещи, то есть, с Богом не связанные, то есть в основном к клятве относятся. The rejection of false prophets falls under the third commandment. Также непринятие лжепророков также относится к 3 заповеди, потому что они неправильные вещи провозглашают. False teaching is found under the third commandment. Также лжеучения, они попадают в эту заповедь. And so the third commandment deals with how important our words are in regard to God. Поэтому 3 заповедь, она говорит о том, насколько важны наши слова, когда мы говорим что-то о Боге. The ninth commandment does the same thing in our words with regard to man. А 9 заповедь, она говорит о том же самом, только относительно людей. And so therefore we tell the truth in regard to God, we tell the truth in regard to man. Поэтому мы говорим истину относительно Бога и обязательно говорим истину относительно людей, человека. The second and the 10th commandment are also connected.
2 и 10 это немножко сместились эти скобки, поэтому, значит, 2 и 10 также связаны. An idol is something that we give allegiance to besides God. Идол это то, к чему мы, так сказать, привязываемся или, что ли, отдаем честь вместо Бога. Covetousness describes how happy we are with God. А вот жадность говорит о том, насколько мы счастливы без Бога. If we are unhappy with what God has given us, what do? Если мы несчастны относительно того, что Бог дает нам, тогда что мы делаем? We want somebody else's stuff. Мы хотим, тогда желаем, жаждем получить чужое, заполучить And себе. that's the concept of covetousness. И вот здесь вот концепция жадности или не пожелай чужого, то есть потому что в английском и то, и другое можно перевести. Либо жадность, либо пожелать чего-то. If we went into great detail, we would see several places in the New Testament where Paul connects covetousness with idolatry. Если мы обратимся к Новому Завету, есть несколько мест, где Павел связывает идолопоклонство с жадностью или накопительством, или желанием благ каких-то. Now, to put this another way, Вот если это иначе представить, after making these connections, let's look at society from a set of building blocks. значит, вот если мы посмотрим на общество, которое из таких вот кирпичиков состоит. Do the next slide. Now notice as one works his way from the bottom of this chart to the top. Вот я, заметьте, составил как бы эту таблицу снизу вверх она идет. There's a positive side and a negative side of each of these. И здесь у каждой вещи, у каждого момента есть позитивный и негативный аспект. Now the last 200 years has given a magnificent example of this concept by contrast. И последние 200 лет, наверное, мы видим очень яркий пример того, как этот контраст представлен. Under King David and King Solomon, you had the pinnacle of human society. Вот под правлением царя Давида и Соломона там было как бы был пик израильского общества, развития, что ли, израильского общества. You had a magnificent, prosperous society that had trade around the world. Было величественное государство, которое, ну как бы, оно было велико во всем мире, торговало с другими странами, было процветающим. And in the last 2 centuries, we've had many examples of governments that are atheistic. А вот последние 200 лет нашей истории представляют пример того, как атеистическое общество строится. And of course, in my country, we have leaders that openly reject God. В моей стране, конечно же, лидеры, они открыто отвергают Бога. And this is a big issue for American voters. И для Америки это большой вопрос сейчас. Now look at the comparison here in society. Посмотрите на это сравнение в обществе. The 10 Commandments begin with addressing the allegiance of the heart. Значит, в 10 заповедей они говорят о том, кому предано сердце. All people devote themselves to someone. Каждый человек, вообще все люди, они кому-то себя посвящают. That someone is either God or someone determined by self. Ну и этот кто-то, кому предан человек, либо Бог, либо кто-то иной, ну, что сам человек для себя определяет. And this is the critical issue of the tree in the Garden of Eden. И в вопросе дерева в Эдемском саду как раз это тоже был центральный вопрос. The serpent's primary question was, did God really say you will not die? Потому что вот помните, что змей сказал? Действительно ли Бог сказал, что вы умрете? In Genesis chapter 2, God said, yes, you will die. И в Бытие 2 главе Бог говорит, да, вы умрете. And the serpent said, no, you will not die. А змей говорит, нет, вы не умрете. Man then placed himself in the role of the judge of God. И человек ставит себя как бы в роль судьи Бога. Будет он слушаться, не будет его. And man felt that he was the one that got to pick if God makes the rules or do I make the rules.
И он как бы ставит себя на такое положение, где он выбирает, Бог будет мне устанавливать правила, или я сам буду себе устанавливать правила. When man submits to God's rules, that is a reflection of the second commandment. И когда человек себя под Божьи правила, так сказать, подчиняет, то это отражает вторую заповедь из 10. The second and the 10th commandment. Вторую и 10-ю заповедь. When we decide to make the rules by our experiments or by our logic, well, then we are on the other side. Но когда мы правила устанавливаем на основании своего жизненного опыта или своей логики, тогда мы с другой стороны вот в розовом поле оказываемся. The first choice of life is, did God say or do I say? Первый выбор вообще в жизни человека заключается в том, Бог это говорит или я это говорю. The second commandment forbids man-made idols. The second commandment forbids man-made idols. Вторая заповедь, она запрещает, чтобы человек создавал идолов. The 10th commandment forbids being dissatisfied with the results of your life. А 10-я заповедь, она запрещает нам быть недовольными тем, что мы имеем в жизни. To covet the things of others. Желать чего-то, что принадлежит другим. In essence says, my God is not good enough to provide for me. Другими словами, ты говоришь, мой Бог недостаточно хорош, чтобы заботиться обо мне, обеспечивать меня. And therefore my idol would provide better for me than God. И поэтому мой идол, он обеспечит меня гораздо лучше, чем мой Бог. Now from that heart allegiance, И вот из этой преданности сердечной we now go to the importance of communication. теперь мы переходим к важности коммуникации. Genesis 1 and 2 heavily emphasize the importance of language. Бытие, 1-2 глава, очень большой акцент ставит на важности языка. Adam is to name the categories of creation. Например, Адам, он дал, так сказать, название категориям всего творения. God created through His own word. Бог творил все своим словом. And when God created through a word, that emphasizes design. Когда Бог творит все словом своим, там подчеркивается задум, дизайн какой-то. As every scientist examines his own DNA, Когда вот ученый человек исследует свою ДНК, he's looking at a language. он смотрит на язык определенный. He is reading a code that communicates how the body is made. Он читает код, который доносит ему информацию о том, как тело создано. Everywhere we look, we see God's word. И куда бы мы ни посмотрели, везде мы видим Слово Божье. Design is built into the language and into the world through language. Вот дизайн или задумка, она лежит абсолютно во всем, в языке, в других категориях, что создаются языком. The first thing that comes out of the heart is your words. Первое, что исходит из вашего сердца, это слова ваши. Language is the most important thing. Language communicates the most important things in your life. Вот язык доносит, может быть, другим или изнутри доносит самое важное, что у вас есть. And so the second block of this foundation is the integrity of communication. Поэтому второй блок, который здесь вот есть в этой таблице, это честность в общении, целостность, что ли. Do we spread truth or do we spread lies? Распространяем ли мы истину или мы разносим ложь? The third commandment asks, how do we communicate about God? Значит, третья заповедь говорит о том, что мы говорим о Боге, какая коммуникация у нас относительно этого. The ninth commandment asks, how do we communicate in court about man? Девятая заповедь говорит о том, что мы говорим в суде, что мы говорим о человеке. Помните, не лжесвидетельствуй, да? То есть, что мы говорим о человеке в суде. If our heart allegiance is to God, we speak truth in the method of love. Если наше сердце предано Богу, тогда мы говорим истину в любви. One acknowledges his creator.
И тогда человек признает своего Творца, one tells the truth publicly. и он говорит истину публично, открыто. On the other side of the chart, if one's heart allegiance is to self or a self-made God, Но с другой стороны, если сердце человека предано себе или тому, что он сам установил себе важным, he manipulates language for deceitful purposes. то он манипулирует языком для своих каких-то обманных целей. He denies the Creator. Он отвергает Творца, He spreads false theories about the work of God, он распространяет ложные теории относительно дел Божьих and he lies in court or publicly. и лжет в суде или публично, при всех лжет. Now the third block then derives from where the heart rests and how he sees life in language. Третий блок у нас говорит о том, как As sees the design of life. Этот блок видит задумку жизни, как все функционирует. So the third block relates to labor and prosperity, or labor and property. Значит, третий блок у нас относится к труду и собственности. Where your heart lies, that's where your labor goes. Значит, вот там, где твое сердце, там ты будешь трудиться, грубо говоря. In Genesis chapter 2, man was placed in the garden to work. Вот в Бытие 2 главе человек был помещен в саду для того, чтобы там трудиться. In Genesis chapter 1, God is pictured as a laborer. В 1 главе Бытие человек God As a laborer, as a worker. В 1 главе Бог представлен как трудящийся. He creates things, he builds things. Он творит что-то, он строит что-то, создает. He categorizes things and then evaluates his own work. Он создает категории и оценивает свой труд. So in reflection, man was placed in the Garden of Eden to work. И человек, будучи отражением Бога, он помещен в сад Эдемский, чтобы трудиться. The picture of Genesis 2 is there's one small spot on the earth that's a museum. Вот в Бытие 2 главе рассматривается одна маленькая точка на всей земле, маленький вот этот сад Эдемский. The Garden of Eden was an example of what the whole world was supposed to look like. Вот этот сад Эдемский, он был примером всего того, примером того, как вся земля должна была выглядеть. And man was to travel outside the garden into the wilderness and tame it. Человек должен был выйти из сада в дикую природу и ее подчинить, что ли, не знаю, подчинить, получается. But notice biblically, labor comes before the fall. Но заметьте, библейски у нас сначала идет труд, а потом человек пал, то есть грехопадение идет после. Work is not a result of the fall. Потому что труд сам по себе не является результатом грехопадения. Now many of us like to think that way. Но нам, многим из нас нравится так думать, что труд это является результатом грехопадения. It had to be sin that made me do all this work. Наверное, там грех в этом всем виноват, что теперь мне приходится так пахать, бедному. But that's not true. Adam was required to work. Но это не так, потому что от Адама требовалось, чтобы он работал, трудился. But sin made work harder and more expensive. Но грех сделал труд наш более тяжелым и тем, что нам многого стоит, в общем-то. And so therefore labor and labor's fruit is to be protected by law. Поэтому и труд, и плод труда теперь нужно защищать законом. So we observe in the 4th and 8th commandments that labor and property are to be respected and В 4 и 8 заповеди мы видим, что труд и его плоды нужно уважать. And that labor makes a productive nation. И труд вообще делает общество продуктивным. Man can also periodically rest. Человек также может отдыхать периодически. Because his work for God is enough. Потому что его труда для Бога достаточно. Now the opposition of this is one that is full of selfishness. Но в противовес этому человек полный
надмения и зацикленности на себе, one that uses deceitful language, человек, который использует обманный язык, that type of person disrespects property and wastes production. такой человек, он не уважает собственность, и он, так сказать, не приносит плода, он бесплодный, грубо говоря. Labor and productivity are attacked or misused or stolen. И тогда труд и продуктивность вашего труда как бы злоупотребляется этим всем и просто воруется от вашего труда, грубо говоря. And laws actually restrict productivity. И закон тогда сдерживает продуктивность или воспроизводство и подавляет воспроизводство. Now notice what we have so far. We have classically the divine institutions. Ну и вот что у нас до этого момента было, у нас были только божественные институты. The first being the choice of how a person works. То есть так сказать, выбор человека, как он будет трудиться. Labor can be the first divine institution. То есть труд является первым божественным институтом. Genesis 2:15. Это Бытие 2:15. Built on one's labors, the first small business, the family. И потом... The first small business is the family. Ага. И значит, и первым бизнесом, так сказать, является семья. Marriage was designed to help man in his labor. Брак помогает человеку в его труде. Genesis 2 speaks of the first married couple. Бытие 2 глава говорит о первой семье, о первой паре, которая сочеталась с браком. And the woman was to help man in his labor. И женщина должна была помогать мужчине в его труде. And so for labor to be efficient, a marriage has to be strong. И для того, чтобы труд был, так сказать, продуктивным, брак должен быть сильным. So as we move to that fourth block, we have what is that, family and whatever. Значит, и четвертый блок, который у нас есть, это брак и семья тогда. And so the marriage has to be strong and the family has to be strong. Поэтому и брак должен быть сильным, и семья должны быть сильными. И брак, и семья. But notice the opposite function here. Вот заметьте, что у нас в противовес сильному браку и семье. The selfishness of a society Вот эгоистичность общества, works to destroy marriages. она действует так, что разрушает браки. Or it produces dysfunctional family units. Или же приводит к дисфункциональным семьям. And a poorly performing family destroys production. И когда, значит, семья неправильная, то, конечно же, и продуктивность слабая. It destroys production through corrupt ethics. Значит, если слабая семья, то она разрушает продуктивность тем, что этика страдает, этика неправильная, в общем-то, из этого растет. And it's because those ethics are not taught in the home. Из-за того, что правильная этика в доме, в семье не преподается. And therefore, built upon that block, we now have the premier importance of life. И потом на этом блоке мы строим, ставим еще один блок, как бы превосходство жизни над всем. God's law is centered on the protection of life. Потому что Божий закон, он, так сказать, строится на том, чтобы защищать жизнь. And we could relate this specifically to the fourth divine institution. И мы можем это как бы связать с четвертым божественным институтом. And that's the function of the nation. Это то, как функционирует народ целый. The nation came into effect after the global flood of Noah's day. И народы появились уже после потопа. The nation is designed to protect life in two directions. И нации или народы, они должны защищать жизнь двумя способами или в двух направлениях. Internally, the nation protects life from the criminal. Внутри народа, значит, нужно защищать жизнь от криминала.
преступности. And therefore, as you read through Deuteronomy, you'll see a difference between homicide, manslaughter, and protection of life. Поэтому, читая закон Моисея, вы увидите разницу между убийством человека, homicide, manslaughter. Yeah, one's intentional, one's not intentional. Значит, разницу, это как бы идут термины, не знаю, не в юриспруденции, даже в, как это называется, закон, понятно, что умышленный, неумышленный, но он говорит о терминах, которые используются в, как этот закон называется, в общем, неважно. Есть закон, там, допустим, в общем, преднамеренное, непреднамеренное убийство, ладно, бог с ним. And the second way a nation does is to protect through the military. И второй способ – это как защищается жизнь через армию. And so Deuteronomy also defines right ways and wrong ways to go to war. Второзаконие также описывает правильный и неправильный способ, как идти на войну. And these are all found within the sixth commandment. И все это у нас подпадает под шестую заповедь. And so therefore, in conclusion, I encourage a study of Mosaic law. Поэтому, как вывод, я хочу ободрить вас поизучать для себя Моисеев закон. It's a wonderful description of the foundations of society. Потому что там есть замечательное описание того, как общество работает, функционирует. And if you study the book of Deuteronomy, for example, Если вы, например, поизучаете книгу Второзакония, it's divided up to give a description of each of these blocks of society. там объясняется каждый из этих блоков общества. And when these principles of law are discovered from Israel, И когда вот эти принципы закона для Израиля были даны, those principles can be used to bring prosperity to any Gentile nation as well. если вы поймете, как это действует для Израиля, то эти принципы также можно использовать для любого языческого государства. And so hopefully this morning I've given you a different way of categorizing the Ten Commandments. Надеюсь, что сегодня утром я смог вам представить, может быть, другой способ, как можно посмотреть на заповеди, 10 заповедей. And maybe I've encouraged you to do a little research on this subject. И, может быть, я хотел бы ободрить вас сделать свое исследование по поводу этого вопроса. And hopefully you can see the law, the Mosaic law, as a means of bringing national prosperity. И я надеюсь, что вы также увидите, что закон, Моисеев закон, является инструментом для процветания общества. And instead of just being a personal list of do's and don'ts. Вместо того, чтобы смотреть на эти заповеди как на личный список, чего делать и чего не делать. These commandments are for the individual and the nation. Потому что эти принципы, они относятся как к отдельной личности, так и ко всему народу. So with that we close in prayer. Давайте мы закончим молитвой тогда. Shall we pray? Dear Heavenly Father, we thank you for your blessings. Дорогой Отец Небесный, мы благодарим Тебя за благословения Твои. We thank you for the design that you have made. Благодарим Тебя за дизайн, который Ты создал. We thank you for communicating that design to us. И мы благодарны Тебе за то, что Ты свой вот этот дизайн, свой задум доносишь нам. We ask your enlightenment to your word. И мы просим просветления от Тебя, чтобы понимать Слово Твое. And may we bring decisions in our own lives that bring honor and glory to our Savior, Jesus Christ. И пусть мы принимаем решения в нашей жизни такие, которые будут приносить славу и почтение Господу Иисусу Христу. In Christ's name we pray. И во Amen. имя Христа я молюсь. Аминь.